Муравьи. Казалось бы, маленькие и безобидные существа, но на самом деле это самые смертоносные и опасные насекомые в мире, которые способны убивать гораздо больших противников с абсолютной легкостью. Они создают целые армии, сметая все на своем пути, сражаясь за территорию, подкапывая корни деревьев и сокрушая недоброжелателей. Посмотрите, на что способны муравьи в действии. В мире существует более 14 тысяч различных видов муравьев. Один из них – муравей-бульдог, который имеет жало и активно использует его, атакуя осу. Такое название этот муравей получил благодаря своей мертвой хватке, поскольку, вцепившись в жертву своими мощными мандибулами, он не отпускает ее, пока та не перестанет сопротивляться. Жук-богомол. Крупное хищное насекомое, но даже он испугался, когда встретил на своем пути целый отряд муравьев. Не останавливаясь, богомол продолжал игнорировать их, двигаясь к своему убежищу, однако проголодавшиеся муравьи уже не позволят ему убежать. Жук до последней секунды надеялся скрыться, но муравьев становилось все больше и больше, и они вытащили его, кусая со всех сторон. Ящерица тоже оказалась на территории, властвующей отважными муравьями. Они облепили ее со всех сторон, что она даже не может пошевелиться. Хвост ящерицы насекомые потащили к муравейнику. Муравьи постоянно враждуют с термитами и конкурируют за место гнездования. Колония муравьев решила атаковать ближайшую насыпь, построенную термитами, но они не знают, сколько противников находится внутри. Первый муравей, лазучик, столкнулся с охранником термитов и вступил в схватку. Муравьи-разведчики осторожно осматривают вход и решительно проползают внутрь. Большинство муравьев могут поднимать груз, который в 50 раз превосходит их собственный вес, и хотя самый маленький термит больше самого крупного муравья, муравей может запросто утащить любого термита. Челюсти термитов тоже представляют опасность для муравьев, но муравьи имеют численное преимущество. Преодолев основную линию защиты, муравьи продвигаются дальше, чтобы атаковать королеву термитов. Оставшиеся термиты всеми силами стараются оттащить королеву из опасности. Королева термитов просто огромна из-за своих раздутых брюшков, и по сути, она представляет собой пульсирующий яйцевой мешок с головой. Ящерица спокойно сидела на листве дерева, но муравьям-разведчикам это не понравилось, и они атаковали ее. Поначалу муравьев было всего несколько штук, однако очень быстро их стало в разы больше. Такое количество муравьев может спокойно по веткам куда угодно перемещать добычу больших габаритов. Вы можете в ускоренном виде рассмотреть очень слаженную работу муравьев. Всего несколько часов понадобилось муравьям, чтобы от ящерицы ничего не осталось. Крабы. Короткохвостые раки, защищенные прочным панцирем с устрашающими грозными клешнями. Но армию муравьев это совсем не пугает. Стоило этому гиганту зайти на чужую территорию, как он сразу же был атакован отрядом из 1000 муравьев. Против такого количества маленьких, но быстрых противников его клешни не имеют эффективности. Муравьи не могут прокусить хитиновый панцирь краба, но они быстро находят слабые места – это глаза и сочленения конечностей. Если краб не сумеет покинуть участок, то от него останется только его амуниция. Муравей встретился с пауком, который несколько раз подряд укусил муравья, а затем начал обматывать жертву несколькими нитями со всех сторон.
В тело пойманной жертвы паук через хелицеры вводит пищеварительный сок, который разрушает внутренности добычи. Затем разжиженное содержимое втягивается поглощающим желудком. Чтобы окончательно обездвижить противника, паук намотал еще несколько дополнительных кругов. Вдруг неожиданно появился огромный паук-тарантул, который схватил своего сородича и утащил. Сетчатый питон – это крупная и агрессивная змея, которая проложила свой путь через обиталище кочевых муравьев. Бойцы кочевых муравьев охраняют свои гнезда и территории, а также имеют огромные челюсти, которыми размалывают семена и разрезают большие листья. Они накинулись на змею и облепили ее со всех сторон так, что она не знала, куда спрятаться. Ее активность заметно угасает, и даже скрыться под водой уже не получится. Для такой могущественной армии муравьев и скорпион не представляет опасность. Даже если к нему на помощь придет еще 10 скорпионов, то это ему не поможет, ведь жало и педипальпы совсем неэффективны против такого количества прытких противников. Ничего не подозревающий богомол отдыхал в зеленой растительности, но неожиданно его атаковал муравей, которому он быстро дал отпор. Незамедлительно на богомола накинулись муравьи-солдаты, которые облепили его как пчелы мед. В эти минуты богомол скорее всего начал понимать, что живым ему оттуда теперь не уйти. Кивсяк – отряд двупарноногих многоножек. Они разлагают органику и помогают высвобождать питательные вещества, которые становятся доступны для растений. Муравьи атаковали мирного кивсяка, а он свернулся в клубок, надеясь, что муравьи перестанут его преследовать. Но муравьи упорно и безжалостно атакуют всех, кто стоит у них на пути. Вначале кивсяк попытался раздавить их, совершив небольшой прыжок, однако муравьев, как обычно, собралось огромное количество. Древесный скорпион вторгся на чужую территорию, он совсем не уважает границы большой империи зеленых муравьев-экофилов. Атакуя муравья, скорпион даже не догадывается, что его ждет. Умирающий муравей выделил феромон тревоги, и его собратья-муравьи за считанные секунды объединились в огромную армию, готовую безжалостно сокрушить скорпиона. Насекомые окружили скорпиона со всех сторон, но скорпион продолжил сражаться, надеясь одолеть их. Победить такое большое количество противников очень сложно, и силы быстро покинули его. Он заблокирован и даже не может пошевелиться, теперь ему предстоит понести наказание. Муравьи отрезали жало скорпиона и одолели его. Так будет с каждым, кто вторгается на их территорию. Ктинизидовый паук имел неосторожность и случайно зашел на чужой участок местности. Ктинизиды имеют острые шипы на хелицерах, с помощью которых копают землю. Увлекшись работой, иногда следует смотреть по сторонам, а то будешь заблокирован муравьями. Муравьи передвигаются очень быстро, словно огромные хищные реки, бурлящие по земле. Со стороны это выглядит как самое настоящее вторжение. Такие полчища, не задумываясь, уничтожают всех чужаков. По сравнению с кузнечиком, муравей выглядит крохотным, и кажется, что зеленая титигония может нечаянно раздавить муравья. Но муравей уверенно доминирует и ведет себя как профессиональный боксер на ринге против обычного человека. Кузнечик встречается на любом типе открытых земель, включая луга, парки и окраины лесов. Он наносит немалый вред виноградникам, поедая цветы, листья и почки. Может вредить табачным культурам, цитрусовым, листьям чая и многим другим растениям.
Муравьи атаковали скалопендру, а она плохо видит и боится окружающего мира. Такие многоножки ядовиты, и для таких животных, как таракан, сверчок, птица или лягушка ее укус будет фатальным, но муравьям не страшен никто, и они уверенно справляются с любым противником. Спасибо за просмотр, дорогие друзья, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.